Здравствуйте, стрельцы! Сегодня делаем расклад для вашего знака зодиака на следующую неделю. Это неделя с 24 по 30 августа. Давайте посмотрим, что вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что вас ждет на предстоящей неделе. Напомню, что вы можете подписаться, ставить лайк или сообщение под этим видео, если пожелаете. Я буду очень рада такой вашей активности. Расклад на двух колодах. У нас сегодня Таро 78 дверей и Таро светлых провидцев в качестве дополнительной колоды. Посмотрим, какие карты выпадут вам в этих двух замечательнейших колодах. Надеюсь, вам они нравятся так же, как и мне. Во всяком случае, давно они со мной и часто ими пользуюсь. Они мне нравятся, в принципе, да, подходят. Итак, давайте посмотрим, стрельцы, что ожидает вас. Неделя с 24 августа по 30 августа. Практически конец лета. Стрелец. Начнем с основной колоды. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта, которая здесь у вас выпадает, это семерка мечей. Семерка мечей — это карта, которая обычно говорит про какую-то ложь, нечестность, неправду, с которой вы можете столкнуться, либо вы здесь стараетесь сделать какую-то такую хитрую схему или какой-то такой вот способ использовать, да, хитроумный для достижения своих целей, может быть, какую-то стратегию, которая, может быть, будет тайная, неизвестная для окружающих, но вы вот какие-то свои шаги для достижения своих целей, планов исполнения, собственно, выполняете. Семерка мечей может также показывать, в этой колоде хорошо видно, что вы можете заниматься и самообманом в какой-то степени, и, возможно, вы видите ситуацию не совсем такой, какой она является на самом деле, то есть как вам хочется, вы ее видите, как художник, да, я так вижу и так рисую, соответственно, вы себе свою картинку, представление в мире вот именно таким вот видите. Вот у нас семерка мечей. Может быть, вы хитрите или что-то такое вы делаете здесь хитроумное, но опять-таки себе, скорее всего, на пользу, да, то есть для чего-то, с какой-то целью. Давайте посмотрим, почему здесь у вас выпала семерка мечей. В целом, конечно же, нужно быть осторожнее, чтобы не столкнуться с какой-то нечестностью здесь или неправдой. Двойка пентаклей говорит о том, что вы здесь умело балансируете, умело по двойке пентаклей расставляете приоритеты и как-то вот справляетесь с теми ситуациями, которые у вас здесь выпадают. Вы, в принципе, можете рассматривать каких-то две возможности, два варианта того, как поступить, какие, опять-таки, стратегии использовать, так сделать или иначе. То есть у вас есть определенный здесь такой вот, как знаете, способность ловко справляться с какими-то делами и ловко выходить из каких-то ситуаций, если вдруг в этом есть необходимость. То есть вы умеете как-то так извернуться. Вот она, семерка мечей с двойкой пентаклей. Следующая у вас карта короля мечей. Это карта воздушного знака. В принципе, речь может идти про общение с воздушным знаком зодиака. Это весы, близнецы или водолеи. Также по королю мечей может быть вместе с семеркой чаш ситуация, где вы пытаетесь быть очень логичными, очень безэмоциональными, очень такими ответственными, контролирующими свою жизнь, когда вы принимаете какое-то решение и делаете выбор, потому что вам здесь нужно как будто бы сделать выбор из нескольких вариантов, но вы стараетесь отбросить эмоции, то есть выбор это сделать максимально таким вот разумным. Да, может быть, вы здесь сталкиваетесь с тем, что кто-то вам рассказывает, может быть, этот воздушный знак о своих планах, о своих здесь каких-то грезах, да, что вам, может быть, приходится делать, это выслушивать чьи-то планы.
возможно, или по семерке кубков думать, какой вариант вам выбрать, если вы, допустим, консультируетесь. Король мечей — это какой-нибудь консультант, юрист, врач, то есть человек, который обладает профессией, которая заставляет его действовать по какому-то алгоритму, шаблону, да, то есть по какой-то вот по какому-то протоколу, может быть, или закону. И поэтому вы здесь как будто бы находитесь в ситуации, где вот вам, может быть, как к врачу, да, пришли, он что-то рекомендует, а вы думаете, этот вариант выбрать, этот следовать рекомендации или не следовать. То есть вот какие-то такие вот вещи тоже здесь могут происходить. Следующая четверка кубков — это карта апатии, уныния, может быть, такого, знаете, сожаления, что что-то не получилось раньше, и вы думаете, что и какая-то новая возможность, может быть, не удастся, если вы ее примете, что-то может такое вам здесь предлагаться, но вы не особенно оптимистично хотите рассматривать это предложение. По колеснице, возможно, здесь есть какой-то шанс куда-то поехать, куда-то вот сорваться в какое-то короткое путешествие или просто какое-то приглашение получаете, отправиться в какую-нибудь поездку, там, не знаю, к друзьям съездить, но вы почему-то как будто бы находитесь в состоянии такой апатии, не сильно хотите принимать эту возможность, или не уверены, стоит ли делать какой-то рывок вперед, когда вам эта возможность предлагается. То есть здесь какое-то чувство такого уныния, может быть, нежелание выходить из, как вам кажется, комфортного состояния, комфортной обстановки. Следующая пятерка жезлов — это карта преодоления препятствий и сложностей на вашем пути, которые возникают в четверг. Возможно, вы здесь находитесь в ситуации какого-то выяснение отношений или конфликта с человеком земной стихии. Это девы, тельцы, козероги. Либо по королю пентаклей вы должны решить какую-то финансовую ситуацию для вас спорную, когда нужно решить какую-то задачу, да, и поступить здесь максимально разумно, максимально практично по королю пентаклей, максимально здесь как-то вот приземленно. Может быть, здесь какая-то работа у вас, которая может принести вам деньги, но опять-таки нужно приложить усилия, поработать. Четверка пентаклей — это карта нежелания растрачивать свои ресурсы, свои эмоции, свое здоровье, может быть, свои деньги здесь. По четверке пентаклей вы как будто бы стараетесь сберечь то, что вам принадлежит, и здесь сохранять баланс, сохранять гармонию, не спешить, не торопиться, то есть вот сохранять вот это вот состояние равновесия. Кстати, карта ваша, да, по умеренности она говорит о вас. Она может говорить также о том, что вы стараетесь найти какой-то компромисс, возможно, с окружающими в этот день, для того, чтобы не нарушить с ними отношения. Также баланс в деньгах, то есть опять-таки стараетесь не потратить лишние деньги, стараетесь сохранять баланс в финансовом плане. Карта влюбленная, карта выбора. Есть она у вас в субботу. Возможно, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда нужно принимать решение, выбирать из нескольких вариантов. И вместе с королевой жезлов здесь может быть ситуация, где вы принимаете решение, вы выбираете нечто, но с пониманием, что ваш выбор может отразиться на других людях, на жизни других людей, на каких-то вещах, связанных с этими людьми другими. Кстати, тут может быть как-то задействован человек огненного знака, это лев, овен или стрелец, то есть ваша стихия. Может быть, даже какие-то важные взаимоотношения с огненным знаком зодиака здесь, потому что влюбленная — это карта союза и взаимоотношений с важным для вас человеком. Может быть, по этой карте попытка выстраивать такие доверительные, хорошие отношения с такой личностью. Карта смерть, карта трансформации, карта изменения, которая происходит у вас в воскресенье. Вместе с семеркой жезлов говорит о том, что вы здесь проходите определенную трансформацию, что-то в вас меняется, при этом вы здесь стараетесь справляться с тем, что происходит вокруг вас, происходят какие-то изменения в виде завершения какого-то цикла, в котором вы находитесь. И по семерке жезлов вы понимаете, что вам придется здесь набраться мужественности, стойкости, чтобы справляться с вот этой ситуацией, то есть теми препятствиями, с трудностями, которые, возможно, возникнут в дальнейшем. По карте смерть вы как будто прощаетесь с одним циклом, с одним этапом, понимаете, что перестраиваетесь, меняетесь внутренне, и начинается новый какой-то цикл, новый этап, соответственно, в вашей жизни по этой карте.
Поэтому семерка жезлов здесь также может, в принципе, говорить о том, что возникает какой-то конфликт или недопонимание, и вы понимаете, что с кем-то не можете продолжать общение или отношения. Поэтому по смерти как будто стараетесь расстаться с таким человеком, не общаться с таким человеком, к примеру, тоже как вариант. Может быть, освободиться от каких-то абьюзивных или людей, которые критикуют вас в чем-то, то есть тоже таким вот образом, как отграничить себя от такой сферы жизни. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для стрельцов на неделю мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. До скорого!